Голос как суперспособность. В мире комиксов Марвел ее обладатель, Черный Гром, за пару секунд аннигилирует Доктора Стрэнджа. Но кто в реальном мире может считаться рекордсменом в этой области? Можно ли манипулировать людьми голосом и как его натренировать? Эта программа второй уровень. Она исследует то, что кажется очевидным, но по факту таким не является. Голос – удивительный инструмент, которым мы владеем от природы. Он также индивидуален, как отпечатки пальцев, и информативен. По голосу можно узнать настроение человека, состояние его здоровья, уровень образования и воспитания. Голосом можно убедить, мотивировать, вылечить, влюбить, напугать. Разумеется, мимо такой суперспособности не могли пройти мимо не только люди, но и животные. Крик гиацинтового попугая Ары может заглушать звук самой громкой сирены. Собственно, именно из-за этого таких птиц никто не стремится держать дома. Можно представить, что будет с соседями или с вами, если Ара захочет поговорить на пределе своих голосовых возможностей. В дикой природе эти голосовые мускулы помогают попугаям отпугивать самых свирепых хищников. Настоящая охота требует тишины и искусства маскировки, а у попугая Ары, кроме выдающегося голоса, есть и удивительное зрение. Эти птицы способны видеть в ультрафиолетовом диапазоне и различать даже такие детали, как плоды, испускающие ароматы, или следы от полета пчелы. Насекомые – рекордсмены в области диапазона от 1,5 до 30 кГц. Ритуал ухаживания, передача информации, выяснение отношений с чужаками. Для всего этого у маленьких обитателей есть свой любопытный язык. Термиты и осы извлекают звуки, поводя мандибулами и ударяя себя в брюшко. Жуки, как заправские барабанщики, ритмично бьют головой о стенки своих ходов с целью привлечения самок. Цикады извлекают звуки с помощью более хитроумных устройств – особых тимбальных мембран. Они находятся по бокам первого брюшного сегмента и представляют собой выпуклые пластины с воздушными мешками, которые выполняют роль резонаторов звука. Ультразвук используют не только для коммуникации, но и для ориентации в пространстве многие млекопитающие, и не только летучие мыши. Дельфины, к примеру, могут воспринимать звуки в диапазоне от 1 Гц до 320 кГц. Это выше пределов слышимости человеческого уха в 15 раз. Эти удивительные животные создают акустическую линзу и благодаря ей находят друг друга на расстоянии более 150 метров в полной темноте. Абсолютным рекордсменом среди них является дельфин сусук. Он обитает в индийских реках и совершенно слеп, что не мешает ему быть эффективным охотником. Сусук способен в мутной воде разыскать объект, как правило, еду, диаметром всего около 1 мм. Вернемся к наземным животным, чей разговор мы можем услышать и, по крайней мере, попытаться интерпретировать. Толстые эластичные голосовые связки единственные в своем роде у крупных кошачьих – львов, тигров, леопардов и ягуаров. Они позволяют увеличить полетность звука до 8 километров. Но главное, эти низкие звуки воспринимаются в том числе и человеческим ухом как опасность. Своеобразный привет с того самого времени, когда наши предки сами были желанной добычей для многих хищников. Инстинктивное желание оцепенеть и прижаться к земле – прямое следствие полученной информации от самой большой кошки планеты. Мировой рекорд в мире людей по громкости звука принадлежит британской преподавательнице Джилл Дрейк. В 2000 году она крикнула на уровне 129 дБ. Этот уровень шума может вызывать потерю слуха и всего на 10 дБ тише мотора реактивного самолета. Рекорд мадам Дрейк зафиксирован на ежегодном конкурсе крикунов в Лондоне в соборе «Миллениум Дом». Кстати, говорят, на ее уроках всегда царила полная тишина. Но сила звука и громкость в мире людей, разумеется, не главное. Значение имеет виртуозное владение голосом. И этим искусством замечательно оперировал канадский поэт и музыкант Леонард Коэн. Ему принадлежал удивительный по богатству и красоте баритон, временами переходящий в бас. Его называли лучшим басом планеты. Можно представить, чего добился Коэн, если, как он сам говорил, все, что у него было в начале пути, это никчемный голос, отсутствие слуха и еврейское происхождение. Но было еще кое-что. Опять процитируем этого музыкального гения. 50 тысяч выкуренных сигарет и несколько бассейнов выпитого виски.
Сразу вспоминается другой легендарный бард российского происхождения Владимир Семенович Высоцкий, который в одном из интервью заметил, что его знаменитый хриплый голос стал таким от тысяч выкуренных сигарет и все того же алкоголя. Возможно, доля истины в этом есть. Физиологически голосовые связки работают как мышцы, получая микронадрывы и повреждения и реагируя на нагрузку утолщением волокон. Вероятно, от курения и потребления алкоголя, так называемый спиртовой ожог, этот процесс может ускоряться. Но это далеко не панацея, поскольку когда Леонардо Коэн бросил курить, его голос, по собственному признанию, стал только глубже и ниже. Разумеется, как и в каждом великом достижении, главный секрет этого успеха заключается в другом – талант и постоянные многочасовые тренировки, занятия, плюс знание техники, элементарных основ владения голосом, которые изучали все политики, актеры, ораторы и музыканты. Уинстон Черчилль, например, относился к этому вопросу профессионально, заранее тщательно готовил свои речи и репетировал, хотя и хорошим коньяком тоже не брезговал. Известно, что необычные голоса или непривычно составленные фразы имеют более высокий потенциал в гипнотическом внушении. То, что непонятно, может быть опасным, и мы реагируем на такие звуки повышенным вниманием. В качестве абсолюта можно вспомнить роман Фрэнка Херберта «Дюна», в котором последовательницы ордена Бена Джессерит, мастерски владея техникой голоса, делали окружающих людей послушными марионетками. Голосом они могли даже убить человека. В качестве техники писатель-фантаст приводит все то же правильное дыхание, тренировки и знания психологии. Сначала объект голосового воздействия тщательно изучался, а потом к нему подбирался ключик, нужный тон и темп речи. В романе «Дюна», кстати говоря, этот подход не сработал по отношению к глухому человеку. У глухих от природы людей странные голоса, и все потому, что они себя не слышат и используют для издания звуков другую технику и другие комбинации своих природных биологических устройств. В реальности человека убить голосом, к счастью, нельзя, но натренировать свой голос можно. Преподаватели по занятию риторикой утверждают, что эффект от ежедневных занятий каждый может ощутить спустя уже 21 день. Именно за это время, как правило, формируется стойкое привыкание к такой ежедневной нагрузке. Лишь рискнувшие зайти слишком далеко могут узнать, как далеко можно зайти. Томас Стернс Элиот.